Недорогие мониторы тоже могут порадовать хорошим качеством картинки. В этом видео я выбрал для вас 7 лучших недорогих мониторов разного размера и для разных задач. Для просмотра фильмов, игр, чтения и работы с документами. Смотри это видео до конца, тут точно будут варианты, которые тебе подойдут. Поехали! Acer Nitro XFi 243U – один из лучших мониторов для игр и работы по хорошей цене. Здесь установлена IPS-матрица с естественной передачей цветов и быстрым откликом. Большинство моделей конкурентов оснащают панелями типа VA. У них более глубокий черный цвет и часто выше яркость, но оттенки перенасыщены или просто некорректные. В то же время IPS-экран хорошо подойдет для просмотра кино, работы с текстом и любительской обработки фото, так как даже при заводских настройках оттенки достаточно реалистичные. Самый ощутимый недостаток любого недорогого монитора – так называемые засветы или утечки подсветки. На темном фоне заметны светлые пятна по краям из-за неравномерной подсветки и неидеально пригнанных рамок. Каждый конкретный монитор в этом плане уникален, размер и яркость пятен везде разные, поэтому лучше приобретать недорогой IPS в магазине, который даст проверить товар перед покупкой или примет возврат без лишней волокиты, если засветы будут слишком явными. Яркость подсветки 250 нит. Этого хватит для не слишком ярких помещений. Производитель утверждает, что монитор безвреден для глаз, а благодаря IPS-матрице экран мало подвержен высокочастотному мерцанию шим. От этого мерцания у некоторых чувствительных людей быстро устают глаза и появляется головная боль. Шим применяется для снижения яркости экрана при помощи мерцания. Частота обновления экрана достигает 165 Гц. Монитор подойдет начинающим киберспортсменам и любителям сетевых шутеров, которым важна плавная и быстрая картинка. В отличие от более дорогих моделей, монитор страдает от остаточного изображения или гостинга, когда при быстрой смене картинки пиксели не успевают обновиться и за изображением тянется едва заметный шлейф. Также это заметно при быстрой прокрутке длинных текстов, особенно на сером или другом темном фоне. Частота 165 Гц, доступна только при подключении через DisplayPort, кабель есть в комплекте. Также есть пара разъемов HDMI 1.4 для подключения ноутбука или игровой консоли. Один такой кабель тоже кладут в коробку. Комплектная подставка отличная, небольшая, но устойчивая. Позволяет регулировать высоту экрана и даже переводить его в портретный режим с разворотом на 90 градусов. Такой режим хорош не только для дополнительного монитора для чатов, но и чтобы удобнее подключать кабели. Стандартное крепление веса подходит для любого настольного и настенного кронштейна. Пара встроенных динамиков по 2 Вт звучит не очень хорошо. Лучше подключить колонки или наушники через 3,5 мм аудиоразъем. USB хаба нет. Стоимость монитора в районе $200. Цены буду называть именно в валюте, потому что зрители с разных подсоветских стран, а ссылки на все мониторы будут в описании. Итак, поехали дальше. AUG X24P1. Монитор среднего класса для дома и офиса, оптимальный для работы. Монитор со строгим дизайном, удобной регулируемой подставкой и множеством портов. Если стандартный черный цвет не нравится, есть светло-серый вариант. Установлена качественная IPS-панель, без мерцания и с хорошей цветопередачей. Этого достаточно для любительской обработки фото и видео. Яркость 300 нит вполне хватит для дома и офиса, но лучше не подставлять экран под прямые солнечные лучи. При диагонали 24 изображение довольно четкое. Из-за пропорций 16 к 10 разрешение у экрана нетипичное, 1920 на 1200 пикселей. Этот формат хорошо подходит для работы с текстом, кодом, таблицами и графическими редакторами, так как на экране помещается больше строк текста или элементов интерфейса. Максимальная частота обновления экрана ограничена 60 Гц. AUG X24P1 не создавался для игр, но если вы редко запускаете быстрые платформеры и соревновательные шутеры, стандартной частоты кадров вполне хватит. Конструкция подставки продуманная. Можно отрегулировать угол наклона, изменить высоту экрана и даже повернуть его на 90 градусов в портретный режим, который пригодится для работы с текстом и чтения сайтов. Упрощает подключение кабель. Есть весокрепление, чтобы повесить монитор на стену. Разъемов полный набор. DisplayPort, HDMI, DVI и сразу 4 быстрых порта USB 3.1. Не хватает только USB-C, чтобы выводить изображение с ноутбука и одновременно заряжать его. Цена колеблется в районе $230-250. А если же вам нужен бюджетный монитор для работы, то Asus VA24ECE
вас не подведет. Asus VA24ECE на удивление хорош для своей ценовой категории. У него достойная цветопередача и много полезных функций. Есть разъем USB-C, который почти не встречается в бюджетных мониторах. Пригодится для передачи видеосигнала, к примеру, можно подключить MacBook. От совсем бюджетных моделей монитор отличается IPS-матрицей. Если сравнивать с TN и VA, то она лучше передает цвета и не теряет насыщенность под углами. Модель не порекомендуешь для обработки фото, поскольку яркость всего 250 нит. Но с монитора комфортно и приятно смотреть сериалы и листать сайты в интернете, благодаря подсветке без мерцания. Есть режим фильтрации синего цвета, чтобы не уставали глаза. Также монитор подойдет, чтобы изредка поиграть. Он поддерживает Adaptive Sync для синхронизации частоты обновления экрана с частотой кадров в игре. Так изображение становится более плавным при низком или нестабильном FPS. Максимальная частота обновления 75 Гц, это чуть плавнее, чем стандартная 60 Гц. FPS или frames per second — кадровая частота, то есть количество кадров в секунду. Чем выше FPS, тем плавнее картинка. В остальном это типичный монитор для офиса и работы из дома. Он собран из скрипучего пластика и в целом не выглядит прочным. Но при использовании это не особенно заметно. Блок питания встроен в монитор, поэтому под столом не будет мешать кирпич на проводе. Подставка низкая, без регулировки по высоте, но стандартное крепление веса совместимо с кронштейнами и стойками на любой вкус. У монитора только один HDMI, зато есть вход USB-C с поддержкой передачи видеосигнала. Правда, если подключать к нему ноутбук, заряжать его от монитора не получится. Мощность порта всего 15 Вт, а компьютеру требуется не менее 30. Также к монитору можно подключить смартфон с поддержкой стандартного OTG. Она есть у некоторых устройств Samsung и Huawei. Останется добавить к схеме беспроводную клавиатуру и мышь, и получится неплохая замена ноутбука для учебы, общения и работы с текстом, а стоимость в районе 150 баксов. Philips 275E2 FAE занимает следующую позицию лучших мониторов, при этом отлично выглядит благодаря тонким рамкам по краям экрана. Они почти симметричные, нижняя чуть толще остальных. При диагонали 27 разрешение IPS матрицы составляет 2560 на 1440 точек. WQHD, стандартного Full HD для такого экрана уже не хватает. Экран не мерцает, яркость 350 нит, поэтому можно с комфортом работать в сильно освещенном помещении. При этом подсветка равномерная. У протестированного мной экземпляра не было ни одного значимого засвета. Для непрофессионального монитора цветопередача хорошая, картинка выглядит естественно и насыщенно. Philips 275E2F AE рассчитан на просмотр видео, редактирование текстов и любительскую работу с графикой. При этом можно комфортно играть в большинство несоревновательных игр благодаря частоте обновления экрана 75 Гц и поддержке адаптивной синхронизации FreeSync. Подставка удобная и вполне компактная, есть регулировка по высоте, а также канал для укладки кабелей. Но некоторым пользователям может немного не хватать высоты. В максимальном положении на уровне глаз находится верхняя рамка, а не экран. Для подключения устройств предусмотрены два HDMI 1.4, один DisplayPort 1.2 и разъем для наушников. USB хаба нет. Встроенные динамики очень слабые и почти лишены низких частот, так что лучше на них не рассчитывать. Цена $250, что вполне неплохо. А лучшим недорогим монитором для дома с диагональю 27 дюймов я бы назвал LG 27UL500. LG 27UL500 хорошо подойдет для работы с текстами и изображениями. Монитор поддерживает разрешение 4К 3840 на 2160 пикселей. На нем здорово смотреть фильмы и играть во что-нибудь красивое и размеренное, вроде Assassin's Creed или Total War. Подсветка не мерцает, есть режим защиты зрения. Благодаря IPS-матрице цветопередача естественная, но это не профессиональная модель. Есть специальный режим HDR, но яркость 300 нит не хватает для полноценной поддержки расширенного цветового охвата. Частота обновления экрана всего 60 Гц. Впрочем, при разрешении 4К большинство компьютеров едва способны выдавать хотя бы 30-40 FPS в современных играх, поэтому больше здесь не требуется. Есть адаптивная синхронизация.
а вот к удобству есть претензии. Подставку не отрегулировать по высоте, а из-за ее небольшого размера монитор может упасть вперед, если сильно качнуть стол. Зато он не занимает много места, а для надежности экран всегда можно повесить на стену. Подключать монитор можно любым удобным способом. Установлены современные разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Оба кабеля есть в комплекте. Блок питания внешний, так как производитель уменьшил вес и толщину самого монитора. Но пользователю придется искать место для довольно крупной станции где-нибудь под столом. Цена этого 4К красавца $260-270. Ну а если 27 дюймов вам маловато, могу посоветовать AUG U32E2N. 32-дюймовый монитор AUG U32E2N может заменить телевизор в небольшой комнате. Он хорошо подходит для игр и просмотра фильмов. С рабочими задачами тоже справляется отлично. Шрифты резкие и плавные. Можно одновременно открывать 2-3 окна для многозадачности. А при работе с таблицами в один экран влезает очень много ячеек. Разрешение 4К. Частота обновления монитора 60 Гц, а время отклика 4 миллисекунды. Есть Adaptive Sync. Этого достаточно, чтобы с комфортом играть в консольные игры. Это не лучший монитор для профессиональной работы с фото или видео. У VA матрицы высокая контрастность, а цвета насыщенные, но не очень честные. Охват цветового пространства Adobe RGB всего 77%, а по sRGB 104%, чего маловато для работы с контентом. Но фильмы и игры смотрятся сочно, без явного синего или розового оттенка. Охват цветового пространства означает соответствие оттенков на экране эталонному значению. Существует несколько систем с разными эталонами. Углы обзора у VA матрицы тоже небольшие. Если смотреть на экран сбоку, изображение будет выцветать. Но для своей цены AUG U32E2N вполне неплох. Большие 4К мониторы с более качественными IPS дисплеями стоят в 1,5-2 раза дороже. Есть неплохое антибликовое покрытие и функции защиты зрения, подавление синего света и подсветка без мерцаний. Яркости 350 нит вполне хватает для освещенного помещения. AUG U32E2N – удачный пример большого монитора с дисплеем высокой четкости, контрастной и насыщенной картинкой, встроенными динамиками и опциями защиты зрения. По цене в $350 и такой диагональю это самый лучший вариант. Но следующие два монитора отлично подойдут для киберспортсменов. Для соревновательных игр лучше всего подходит небольшой монитор с высокой частотой и быстрым откликом. ViewSonic Omni XG2431 отображает движение плавно и без шлейфов, поэтому даже в быстрых соревновательных шутерах всегда понятно, что происходит. Диагональ экрана 24,5 дюйма, разрешение 1920 на 1080 пикселей. Среди игровых мониторов часто встречаются модели с более четким экраном QHD 1440 пикселей. Но здесь меньше разрешения, практичнее. Так, компьютеру намного проще достигать высоких значений FPS, чтобы игры могли полностью задействовать возможности панели с частотой 240 Гц. Gigabyte использовал скоростную IPS-матрицу с откликом в 1 миллисекунду, частотой 240 Гц и сертификатом FreeSync Premium. Такой монитор вполне пригоден для профессиональной игры в быстрые шутеры вроде Counter-Strike. Быстрый отклик без гостинга и остаточного изображения подтвержден авторитетным сайтом Blur Boosters. Именно там изобрели популярный тест с движущимися инопланетянами. Для настройки скорости и плавности изображения есть дополнительные пункты в меню. Для большинства людей хватит заводского пресета, но можно что-то подправить на свой вкус. При этом у экрана отличная цветопередача, он поддерживает расширенный динамический диапазон по стандарту HDR400. Несмотря на очень быструю матрицу, у экрана яркая подсветка, очень широкие углы обзора и приличная заводская калибровка. На нем вполне комфортно не только играть, но и обрабатывать фото, смотреть кино, хотя размер для некоторых маловат. Экран с HDR отражает больше оттенков, с плавными градиентами и повышенной контрастностью. Подставка тяжелая и устойчивая, но при этом скромная. Игровые модели иногда поставляются с громоздкими ножками и излишне кричащим дизайном. Можно поворачивать экран, менять высоту и угол наклона, даже перевернуть в портретный режим. Доступны два разъема HDMI и один DisplayPort. В комплекте прилагаются только кабели
кабель DP. Есть USB хаб с парой USB 2.0, порты медленные, но мыши, клавиатуре или колонкам больше не требуется. Цена не самая дешевая, но для таких характеристик $400 это недорого. Альтернативой этому монитору может стать Asus TUF Gaming VG259QM. Не так хорошо откалиброван по точности оттенков и не представляет таких подробных настроек скорости и качества изображения. Зато он почти на четверть дешевле и немного быстрее. При подключении через DisplayPort экран можно разогнать до 280 Гц через меню. У него также скромный дизайн с удобной ножкой. Экран поднимается, наклоняется и проворачивается на 90 градусов в портретный режим. У этой модели есть колонки, не самые качественные, но при отсутствии альтернатив сгодятся, чтобы послушать ролик на YouTube. А вот USB хаба нет, цена $320. Пиши в комментариях, какой вариант тебе больше по душе. Про подписку и лайк также не забывай. И смотри вот это видео, тут тоже вполне себе достойные модели за скромный бюджет.